Землетрясение в Венесуэле. Счет пропавших без вести идет на десятки тысяч. Спасатели со всего мира спешат, чтобы успеть достать людей из-под завалов. Главный аэропорт страны разрушен землетрясением. А ООН, которую Трамп считает ненужной, первой послала спасателей в Венесуэлу. Даже раньше США. Сейсмологи предупреждают, будут еще землетрясения. Они могут разрушить Каракас, столицу Венесуэлы. Израиль не собирается уходить из Ливана и предупреждает Иран о новых ударах. Никакого духа Анкориджа на Аляске не было. Путин пропустил предложение Трампа о мирных переговорах. Зеленский дал России 40 дней на согласие на переговоры. Удары будут усиливаться. Лукашенко призвал не пылить и договариваться о мире. Заодно сдал путинского чиновника, который готовит включение Беларуси в войну против Украины. Рекордная жара в Европе. Французы страдают больше всех. У них плюс 43 и нет кондиционеров. Самое прохладное место в Париже – приемное отделение больницы. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Спасательная операция в Венесуэле продолжается уже вторые сутки и постепенно становится крупнейшей в истории страны. По официальным данным, подтверждена гибель 188 человек, почти 1000 получили ранения. Однако эти цифры, как признают власти и международные организации, будут расти. Под завалами остаются сотни людей, а число заявок на поиск родственников превысило 50 тысяч. Тысячи семей продолжают искать пропавших родственников. На специальном государственном портале, где можно сообщить о невыходящих на связь после землетрясения людях, количество пропавших без вести растет на сотни человек в минуту. Единственное, что я могу сказать, сердце разрывается. Я просто не знаю, что делать. Только это я и могу сказать. Я молю Бога за всех нас, потому что это... Там, где вы сейчас видите эти завалы, ничего не осталось. Я не знаю, где он. Неужели нельзя вызвать военных и сказать им: приезжайте сюда и помогите людям? Военные, которые находятся здесь, пусть садятся на танки и помогают людям. Именно этого мы хотим. Нам нужны тракторы, экскаваторы, строители. Вот что нам сейчас необходимо. Спасатели ведут разбор разрушенных домов в Каракасе, Ла-Гуайре, Эль-Хункито и других пострадавших районах. Только в столичном районе Лос-Палос-Грандес после обрушения 3 зданий удалось спасти более 20 человек. Еще нескольких спасателей пытались достать живыми из-под завалов. Работы осложняют повторные подземные толчки и разрушенная инфраструктура. В наиболее пострадавших районах Каракаса спасатели продолжают разбирать завалы практически без остановки. Мэр муниципалитета Чакао лично показал последствия землетрясений и рассказал о ходе поисковой операции. Вот о чем я говорил еще прошлой ночью. Мы обнаружили здания, получившие очень серьезные повреждения. Это одно из них. В таком состоянии находятся многие дома в нашем муниципалитете. Видно, что несущие конструкции дали серьезные трещины. Так выглядит жилой комплекс Сан-Мигель, и подобная картина повторяется во многих зданиях. Наша служба гражданской защиты сейчас продолжает спасательные работы в районе Лос-Палос-Грандес. К сожалению, в 3 обрушившихся зданиях подтверждена гибель 11 человек. 23 человека удалось спасти. Но я с большим волнением могу сообщить, что еще 3 находятся живыми, и сейчас их готовятся извлечь из-под завалов. Эксперты определят, пригоден ли дом Сан-Мигель для дальнейшего проживания. В ближайшие минуты мы опубликуем списки спасенных и погибших. Сейчас наша команда завершает их подготовку. Закрыт главный международный аэропорт страны. В нескольких регионах нарушено электроснабжение. Повреждены дороги, мосты, больницы и системы связи. НАСА опубликовала спутниковые снимки, на которых видно резкое сокращение освещенных территорий вокруг столицы после отключения электроэнергии. По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту последовал второй удар магнитудой 7,5. Из-за небольшой глубины очага, около 10 километров, почти вся энергия достигла поверхности. Именно поэтому разрушения оказались значительно тяжелее, чем при многих более мощных землетрясениях последних лет. Примерно в 6 часов вечера я был дома. Внезапно мы услышали очень громкий гул, а затем все вокруг начало сильно раскачиваться из стороны в сторону. Толчки были очень мощными. Никогда раньше мы не испытывали ничего подобного. Стены начали трескаться, вещи падали на пол. Пострадали стены, само здание. Это был настоящий ужас. Если человек никогда не переживал ничего подобного, он просто не сможет понять, что это такое.
Потом это здание начало трескаться. Повсюду стали осыпаться обломки. Все были напуганы, все нервничали. Такое произошло впервые. Моя квартира наверху полностью разрушена. Все разбито, все в трещинах. Мне пришлось ночевать в машине сына, потому что мы не можем вернуться домой. Я, мой сын, зять и внук провели ночь в автомобиле. Мы до сих пор здесь, потому что подняться обратно невозможно. Мы не знаем, что произойдет, если землетрясение повторится. Власти Венесуэлы объявили пакет экстренной помощи пострадавшим от землетрясений. Частные компании призвали предоставить тяжелую технику для разбора завалов. На строительство нового жилья, восстановление больниц и инфраструктуры выделят $200 миллионов. Для бизнеса откроют льготные кредитные линии, а потерявшие работу жители получат специальные выплаты через государственную систему Патрия. На данный момент подтверждена гибель 164 человек, 971 человек получил ранения. После 2 основных последовательных землетрясений уже зарегистрировано 30 повторных подземных толчков. Я обращаюсь к стране с просьбой поддержать нас, чтобы мы смогли арендовать тяжелую технику у частного сектора для проведения спасательных работ. Ранним утром я поговорила с президентом Федерации торгово-промышленных палат Венесуэлы, и сейчас все предпринимательские и коммерческие объединения мобилизуются, чтобы обеспечить необходимую технику. Мы должны максимально использовать светлое время суток и ускорить спасение людей, которые все еще находятся под завалами, сделав эти работы как можно более быстрыми. Также хочу сообщить, что в связи с потребностью Венесуэлы в специализированном спасательном оборудовании я провела переговоры с несколькими главами государств, а также с координатором системы Организации Объединенных Наций в Венесуэле. Уже направлены сертифицированные поисково-спасательные специалисты системы ООН. Они находятся в пути и прибудут в нашу страну, чтобы поддержать эти операции. Хочу объявить о создании первоначального фонда в размере $200 миллионов за счет средств, которыми мы располагаем в Международном валютном фонде. Эти деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры и больниц, а также на строительство жилья для людей, потерявших свои дома. Сейчас главное — спасать человеческие жизни. Сейчас необходимо вызволять людей. Сейчас нужно помочь тем, кто остается под завалами зданий, жилых домов, торговых центров, мостов и дорог, разрушенных землетрясением. В настоящее время самолеты с гуманитарной помощью уже вылетели из Соединенных Штатов, Мексики, Испании, Катара, а также от экспертной поисково-спасательной группы Организации Объединенных Наций, в состав которой входят специалисты разных стран, специально направляемые ООН для проведения спасательных операций при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Повторю, сейчас главное — спасать жизни. Лучшее, чем каждый из вас может помочь, поддержать пункты сбора помощи, которые будут открыты в школах, университетах, неправительственных организациях, Международном комитете Красного Креста, различных церквях и приносить все необходимое. Прежде всего, это питьевая вода, медикаменты, матрасы и одеяло. США направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы после разрушительных землетрясений. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что американские специалисты помогут искать людей под завалами и поддержат работу местных экстренных служб. По словам главы Госдепа, также готовятся поставки гуманитарной помощи, оборудования для спасателей и средств первой необходимости. Мы уже направляем поисково-спасательные группы из округа Фэрфакс, штат Вирджиния и Лос-Анджелеса. Позже к ним присоединятся и другие. Сейчас главная потребность — поисково-спасательные работы. Очень много обрушившихся зданий, поэтому потребуется масштабная помощь в разборе завалов. Аэропорт серьезно поврежден, поэтому для переброски сил и средств нам придется задействовать Министерство обороны. Кроме того, мы предоставляем спутниковые снимки, особенно прибрежных районов, где пока нет полной картины разрушений. Именно это самые срочные задачи на ближайшие 2-3 суток, потому что при спасательных операциях счет идет на часы. Людей нужно успеть достать из-под завалов, пока их еще можно спасти.
Следующим этапом станет определение долгосрочных потребностей. Мы должны понять, какая помощь потребуется Венесуэле в перспективе. Более точная оценка появится в течение ближайших 48 часов, когда наши специалисты начнут работать на месте, а венесуэльские власти смогут лучше оценить масштабы разрушений, жилья, инфраструктуры, определить, где разместить людей, оставшихся без крова, и чем мы можем помочь в восстановлении связи, интернета и телекоммуникаций. Мы задействуем все возможности федерального правительства. Ответ будет масштабным, быстрым и эффективным. Мы постоянно поддерживаем связь через наше посольство на месте. Насколько мне известно, мы практически полностью установили местонахождение всего нашего персонала, и американские граждане находятся в безопасности. Кроме того, мы знаем, что сейчас в Венесуэле находятся граждане США, поэтому задействовали стандартные механизмы связи, чтобы они могли обратиться к нам, если им потребуется помощь. Сейчас мы сосредоточены исключительно на гуманитарной стороне трагедии. Есть люди, которые погибли, получили тяжелые ранения или до сих пор находятся под завалами. Именно на этом мы и сосредоточим все усилия. Как это повлияет на более широкий процесс стабилизации? Сейчас мы не рассматриваем ситуацию с этой точки зрения. Безусловно, это серьезный удар, но мы справимся. И я уверен, что, несмотря на эту трагедию, Венесуэла выйдет из нее еще более сильной. ООН, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца, а также десятки иностранных поисково-спасательных команд координируют работу с венесуэльскими властями. В Красном Кресте заявили, что прибывшие в зону бедствия специалисты были потрясены масштабом разрушений. По оценке гуманитарных организаций, впереди Венесуэлу ждут недели поисково-спасательных работ и месяцы восстановления. Тем временем США, Мексика, Катар, Китай, Испания, несколько стран Карибского бассейна уже направили в Венесуэлу отряды спасателей. Выражаем нашу солидарность народу Венесуэлы. Сегодня в Венесуэлу отправляется группа спасателей и медицинских работников Министерства национальной обороны. После их прибытия на место и координации с местными властями, уже завтра мы определим, сколько дополнительных специалистов потребуется, чтобы и дальше оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Китай принял к сведению сообщение о произошедшем в Венесуэле. Мы выражаем искренние соболезнования правительству Венесуэлы и всем пострадавшим. Мы убеждены, что под руководством правительства Венесуэлы народ страны обязательно преодолеет последствия этой катастрофы и как можно скорее восстановит свои дома. Китай готов предоставить Венесуэле необходимую помощь в пределах своих возможностей и в соответствии с потребностями венесуэльской стороны. Организация Объединенных Наций начала международную спасательную операцию после разрушительных землетрясений в Венесуэле. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что агентства ООН работают вместе с властями страны. ООН координирует прибытие зарубежных поисково-спасательных отрядов, развернула оперативный штаб в Каракасе и организует доставку медикаментов, питьевой воды, временного жилья и другой гуманитарной помощи. Как вы можете представить, генеральный секретарь глубоко опечален гибелью людей и масштабными разрушениями, вызванными разрушительными землетрясениями, которые произошли в Венесуэле. Он выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Представительство ООН в Венесуэле и вся система Организации Объединенных Наций мобилизуют помощь и тесно взаимодействуют с правительством страны и нашими партнерами для поддержки спасательной операции. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов содействует переброске городских поисково-спасательных отрядов. Генеральный секретарь приветствует проявление солидарности и предложение помощи со стороны государств-членов ООН в этот критический момент. Пока международная помощь активно мобилизуется, в том числе прибывают городские поисково-спасательные группы из разных стран и продолжают поступать предложения о поддержке со всего региона и из других частей мира. Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Том Флетчер заявил сегодня утром, что мы и наши гуманитарные партнеры полностью мобилизованы для оказания помощи народу Венесуэлы. Учреждения ООН уже разворачивают гуманитарную поддержку и доставят ее настолько быстро, насколько это возможно. Сами по себе землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 нельзя назвать уникальными. С начала 2024 года в мире произошло уже 11 землетрясений магнитудой 7,5 и выше. Главная причина катастрофы – место и глубина ударов. Землетрясения произошли в самом густонаселенном районе Венесуэлы, где сосредоточены жилые кварталы, мосты, дороги и объекты инфраструктуры. Кроме того, очаг второго толчка находился всего примерно в 10 километрах от поверхности. Поэтому почти вся энергия дошла до городов. Для сравнения, в июне землетрясение магнитудой 7,8 на Филиппинах унесло 19 жизней, а прошлогоднее землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки
Обошлось без прямых жертв именно потому, что произошло вдали от крупных городов. По словам геолога Даремского университета Марка Аллена, второе землетрясение, вероятно, было спровоцировано первым и произошло менее чем через минуту на соседнем тектоническом разломе. А сильные афтершоки могут продолжаться еще несколько недель или месяцев. Одно землетрясение магнитудой 7 уже само по себе чрезвычайно серьезное событие, особенно если оно происходит рядом с густонаселенными районами и на небольшой глубине. Будут ли повторные толчки? Безусловно. Обычно они слабее основного землетрясения и постепенно затухают. По имеющимся у меня предварительным данным, афтершоки будут распространяться преимущественно вдоль линии восток-запад. Причем многие из них, вероятно, произойдут восточнее двух основных эпицентров вчерашних землетрясений. К сожалению, это означает, что под угрозой может оказаться Каракас. Возможны довольно сильные повторные толчки магнитудой от 5 до 6. Они значительно слабее главных землетрясений, но все же способны вызвать новые разрушения и привести к новым человеческим жертвам. Один из командующих корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани потребовал полного вывода израильских войск с территории Ливана. Заявление прозвучало спустя неделю после подписания Временного американо-иранского соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. Под ответ Израиля он не намерен ограничивать сроки своего военного присутствия в зонах безопасности на юге Ливана, в Сирии и секторе Газа. Об этом заявили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраиль Кац. Мы контролируем юг Ливана с высоты Бафора и будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется. Мы не намерены оттуда уходить. Во время войны мы столкнулись с внешним давлением, включая прекращение поставок боеприпасов. Вы лучше других понимаете, насколько это важно. И когда наши американские друзья спросили, как мы собираемся воевать, я ответил, если понадобится, мы будем сражаться даже голыми ногтями. Что касается режима зла в Иране, скажу только одно. С соглашением или без него, пока я остаюсь премьер-министром Израиля, Иран не получит ядерное оружие. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим Ирану создать ядерные бомбы. Армия обороны Израиля будет оставаться в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без каких-либо временных ограничений. Мы выступаем против вывода сил армии обороны Израиля из зоны безопасности в Ливане, несмотря на все существующее и возможное в будущем давление. Мы не уйдем из зоны безопасности ни в Ливане, ни в Сирии. Есть еще один важный сигнал, который, надеюсь, в Тегеране услышат предельно ясно. Если Иран атакует Израиль из-за наших действий в Ливане или по любой другой причине, мы нанесем удар в полную силу, который наглядно покажет разницу в наших возможностях. Никакого соглашения и так называемого «духа Анкориджа» на Аляске не было. Аромат той встречи был не таким, как утверждают в Москве. Государственный секретарь США спустя 10 месяцев после встречи Трампа и Путина прокомментировал заявление Кремля о якобы достигнутых на Аляске договоренностях по Украине. Перед тем, как вы уйдете, по поводу России... Кого? Россия обвиняет США в том, что они не выполнили, цитирую, «соглашение или договоренность, которая была достигнута на Аляске». Что вы можете? На Аляске никакого соглашения не было. На Аляске было предложение, но никакого соглашения не было. Если бы соглашение существовало, война уже закончилась бы. Как я уже говорил, президент готов, и Соединенные Штаты по-прежнему готовы сыграть любую конструктивную роль, которая поможет добиться прочного окончания этой войны в Украине. Это очень кровопролитная война. Каждый месяц погибают от 20 до 25 тысяч военнослужащих, около 5 тысяч в неделю. Большинство из них — россияне. Эта война истощает Европу, истощает их, но особенно Украину и все больше саму Россию. Поэтому мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если нам есть какую роль сыграть в том, чтобы свести стороны вместе и положить конец этой войне. Именно этого президент пытается добиться уже 1,5 года. Но никакого соглашения на Аляске не было. На Аляске было сделано предложение, но это так и не стало соглашением. Это было предложение со стороны России или со стороны США? Ну, это то же самое, о чем уже публично сообщалось, верно? Россия хочет, чтобы ей передали всю территорию Донецкой области, наряду с рядом других требований, которые она выдвинула. Но никакого соглашения не было. Если бы соглашение было, война уже закончилась бы. Именно в этом и заключается главная проблема. Хорошо, ладно, всем спасибо. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию влияния против России, направленную на принуждение Москвы к прекращению войны. По его словам, план включает применение дальнобойных и средней дальности ударных средств. Удары по нефтеперерабатывающим заводам уже вызвали углубление топливного кризиса в оккупированном Россией Крыму и ряде российских регионов, осложнив военную логистику. Отдельное внимание на совещании уделили Беларуси.
По словам Зеленского, украинская разведка фиксирует строительство вдоль границы дорог, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на направлениях к Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областям. Президент Украины заявил, что эта инфраструктура, по данным украинской стороны, предназначена для возможного расширения российской военной операции. Киев уже передал Минску предупреждение и призвал белорусские власти отказаться от дальнейшего участия в действиях, которые могут привести к эскалации войны. Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями президента Украины в Минске. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, приехавшим в Беларусь. Лукашенко заявил, что, цитата, «не надо втягивать Беларусь в войну». Сначала это прозвучало вроде бы как обращением к Зеленскому, но после слов «понимая, что такое Россия», смысл речи резко изменился, и Лукашенко перешел практически на личные намеки присутствующему на встрече Борису Грызлову. И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич. Нет, это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира, давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться, и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело, и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо. Жители Франции страдают из-за рекордной жары и привычки жить без кондиционеров, несмотря на климат. В среду в Париже был установлен абсолютный рекорд температуры – 40,9 градусов Цельсия. Туристы стараются приехать к Эйфелевой башне пораньше, чтобы воспользоваться относительно прохладной погодой до наступления полуденной жары. Какие там романтические закаты над городом любви при плюс 40. К вечеру чугунная площадка на вершине Эйфелевой башни прогревается практически до температуры сковородки, поэтому туда пускают теперь только до 16:00. Детям очень тяжело. Мы даже решили уехать немного раньше, потому что слишком жарко. Мы покидаем Париж раньше, чем планировали. Париж – город, состоящий в основном из застройки с начала 16 до середины 20 веков. Практически не пользуется кондиционерами дома. Установить климатизацион можно только с разрешения префектуры и, как правило, лишь при капитальном ремонте. А это космически дорого. Переносные кондиционеры и вентиляторы при жаре плюс 40 практически ничем не помогают. Квартира-распашонка и возможность устроить сквозняк – в эти дни парижская роскошь на уровне ресторана «Мишлен» 3 звезды.
Тем временем мэр Парижа сообщил о росте числа смертей из-за экстремально высоких температур и призвал жителей не подвергать себя риску. Что известно о погибших из-за жары в Париже? Да, к сожалению. Очевидно, смертность растет. Но сообщать официальные данные должны органы. В частной больнице к югу от Парижа самым популярным местом в эти дни стала комната ожидания. Здесь есть книги, настольный футбол, телевизор с трансляциями чемпионата мира по футболу, но больше всего персонал и пациенты ценят кондиционер. Выбора у нас нет. Вентилятор хоть немного помогает, поэтому я ставлю его как можно ближе к себе. Дальше поставить не могу. Здесь душно и влажно. Даже если не двигаться, все равно потеешь. Стоит приложить малейшее усилие, и кажется, что можешь потерять сознание. Пациентам переносить это гораздо тяжелее, чем нам, потому что мы здесь лишь на время, а они находятся в этих условиях постоянно. Я стараюсь находиться прямо перед вентилятором, чтобы меньше потеть. Это очень неприятно, а вентилятор помогает охладиться. Кроме того, так легче сохранять ясную голову и сосредоточенность. Иначе иногда возникает ощущение нехватки воздуха. Любое движение переносится гораздо тяжелее, возрастает нагрузка на сердце. Поэтому мы в основном просто лежим. Медицинский персонал постоянно следит, чтобы пациенты пили достаточно воды и нормально себя чувствовали. В некоторых коридорах даже выключают освещение, пытаясь хоть немного снизить температуру, но это почти не помогает. Больница во Флёре-Мержи была построена еще в середине прошлого века. Большие панорамные окна, которые тогда считались достоинством здания, сегодня работают как стены теплицы. Мы перепробовали разные способы, чтобы сдержать рост температуры. Установили солнцезащитные навесы, использовали специальные пленки на окнах, пробовали различные решения. Но во время такой жары ничего не помогает. Несмотря на вентиляторы, температура продолжает повышаться. Вы и сами это чувствуете. Для наших учреждений, где финансовый баланс нередко бывает очень непростым, серьезные инвестиции в кондиционирование означают сокращение расходов по другим направлениям, либо потребуют специального государственного финансирования. Но это уже отдельный вопрос, который еще предстоит обсуждать. А это город Нант на западе Франции. Еще один центр туристического притяжения. Нантский собор, музей искусств, музей Жюля Верна. И с сентября по апрель устрицы дешево и в бесконечном количестве. А сейчас жара плюс 43, и поэтому невозможность погулять по городу. Как только я вышла из самолета, сразу почувствовала страшную жару. Мне пришлось сразу переодеться. Когда я вернулась в гостиницу, увидела, что лицо все красное, а сама я вся мокрая от пота. Для туристов самое обидное то, что днем просто невозможно выходить на улицу. Летом здесь очень длинный световой день, но даже вечером прохладнее почти не становится. Мы буквально немного гуляли по центру, ходили по магазинам, а потом возвращались в гостиницу под кондиционер до конца вечера. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации из Антиба, курорта миллиардеров на Лазурном берегу, где сегодня проходил франко-итальянский саммит. Температура там была по сравнению с остальной Францией почти арктическая, всего плюс 31. Мы переживаем абсолютно беспрецедентный период, и нам следует иметь достаточно смирения, чтобы это признать. Мы приспособились к глобальному потеплению, но невозможно приспособиться к пику жары, которому сегодня нет аналогов в Европе и который не имеет прецедентов в нашей истории. Речь идет о волне жары, когда температура на протяжении столь длительного времени превышает сезонную норму на 15 градусов. Сейчас главный приоритет — защита людей. Прежде всего, это профилактические меры. Необходимо постоянно напоминать всем о необходимости регулярно пить воду, избегать физических нагрузок под солнцем, максимально защищать себя и корректировать свое поведение с учетом жары. Кроме того, мы должны сохранять бдительность. Мы также фиксируем большое число случаев гибели людей на воде, поэтому крайне важно продолжать напоминать о необходимости соблюдать осторожность и уделять особое внимание наиболее уязвимым категориям населения. Этим с большой самоотдачей занимаются социальные, медико-социальные и медицинские службы, прежде всего помогая пожилым людям. В такие периоды требуют солидарности и мобилизации общества, и именно это сейчас происходит. Я искренне благодарен всем, кто участвует в этой работе, и призываю каждого заботиться о себе и о других. После того, как этот период закончится, мы продолжим действовать, а завтра правительство объявит о новых мерах. Сейчас я не хотел бы вдаваться в подробности.